И снова здравствуйте. Приветствую вас на канале. Как видите, к нам вернулось солнышко. После где-то недели каких-то ураганов и дождей у нас наконец-то солнечные дни. Сегодня я хотел бы, наверное, поговорить на тему покупки первого мотоцикла. Тема, наверное, которая была бы очень интересна мне перед тем, как я покупал свой первый мотоцикл. Пока что первый и единственный. Вот. Но, опять же, с определенной точки зрения покупки первого мотоцикла. Вот. Наверное, эти мысли и это видео больше будет интересно тем, кто будет покупать первый, хочет купить или будет покупать, или думает, покупать ли ему вообще первый мотоцикл, но уже в каком-то зрелом возрасте. Кто-то просто о нем давно мечтает, у кого-то кризис среднего возраста. Мои мысли сегодня будут больше для тех, кто хочет купить мотоцикл, но сомневается. Плюс не слишком понимает, что именно ему хочется. Так вот, допустим, вам 35, 40 или 45 лет, или может даже вы старше, но вы никогда в жизни не ездили на мотоцикле, или ездили, но совсем чуть-чуть, никогда не имели свой мотоцикл, может быть, даже никогда и не задумывались о мотоцикле, и вдруг вы решили, что вам хочется мотоцикл. Теперь встает вопрос, какой мотоцикл взять? Есть миллион вариантов, есть старые, есть новые, есть японские, есть итальянские, есть другие европейские бренды, есть дешевые, есть дорогие, есть ушатанные, есть новые. Вот. И здесь очень легко потеряться. И это я еще не говорил о отдельных узких сегментах мотоциклов. Вот. Поэтому это может быть очень-очень, скажем так, проблематично, я бы сказал. Не то чтобы даже проблематично, а, наверное, просто сложно сделать какой-то свой первый шаг, даже так я бы это сформулировал, сделать первый шаг в направлении двухколесного мира. Конечно, идеально, если вы знаете, как именно вы будете использовать мотоцикл, для каких вот прям целей он вам нужен. Скажем, вы хотите какой-то эндуро серьезный и будете кататься с друзьями по лесу, по какому-то говну, по каким-то песочным дюнам, я не знаю, смотря у кого какой климат. Тогда все просто, у вас есть четкая категория мотоциклов, там вы подбираете себе что-то под бюджет, ну и так далее. То есть тут относительно все просто, смотрите какие-то обзорчики, понимаете, что вам интересно. Вот. И тут все просто. Второй простой вариант — это когда у вас есть какие-то друзья, которые ездят на мотоциклах. Может быть, даже не один друг, а их много, друзья, знакомые. Тогда вы можете попробовать покататься на разных мотоциклах. Может, у кого-то спортуха, у кого-то может какой-то тур-эндуро, у кого-то какой-то спорт-турист или naked. Можно взять, попросить прокатиться часик-другой, попробовать, посмотреть, подобрать под себя.
и уже как-то от этого отталкиваться. Вот. Лично у меня случай был абсолютно другой. Я не знал, для чего именно мне нужен мотоцикл, как именно я буду его использовать. Вот, ездить ли на какие-то дальники, может где-то немножко по грунтовке, может быть по городу. И вообще еще есть кардинальный вопрос, который нужно решить. Не решить даже, а попробовать и понять. Попробовать и понять прежде всего, будете ли вы реально ездить на этом мотоцикле. Или вы прокатитесь, вам что-то не понравится, вам не зайдет, и вы его или закинете где-то в гараж надолго и забудете, или продадите просто. И все. На этом все закончится. Вот. Поэтому первое, наверное, что бы я посоветовал тем людям, у которых были похожая ситуация, есть или будет, это выделить себе какой-то ограниченный относительно ваших доходов небольшой бюджет. Потому что всегда есть шанс, что вам это не зайдет вообще никак, вы это забросите, и придется мотоцикл или продать, или вы его, как я уже сказал, просто забросите. Вот. Поэтому, наверное, лучше не покупать сразу S1000RR или Multistrada V4. Вот. Второе, что минимизирует ваши шансы вообще сказать, да оно мне нахрен все не надо, и мне не по кайфу, и мне не нравится, это вот попытаться подобрать мотоцикл относительно нейтральный, скажем так, и легкий в обслуживании, недорогой в обслуживании, легкий вообще в обращении с ним. Да, то есть все мы понимаем, что взять какой-нибудь там Honda Africa Twin, который большой мотоцикл с высокой посадкой, у которого высокий центр тяжести. Вот. Если вы не там супер уверены, что именно вот такой тип мотоциклов вам надо, тогда специально для этого, в принципе, у всех производителей есть вот такой класс, как Naked. И это, по моему мнению, для человека, которому тяжело определиться вообще с дальнейшей его мотоциклетной судьбой, с дальнейшим его использованием мотоцикла в принципе и в каких целях, это, по моему мнению, какой-то оптимальный вариант. Причем Naked есть, опять же, разнокубатурные, начиная от 125 и заканчивая каким-нибудь Street Fighter V4. Вот, поэтому, наверное, вот я пришел к тому, что все-таки остановился на Naked. Дальше стал вопрос, какой именно. И здесь, конечно, уже немножко посложней. Потому что есть много брендов японских, европейских, китайских сейчас в том числе. Поэтому здесь тоже выбор большой, и нужно понимать, что вам нужно. Как можно немного сузить себе выбор. Опять же, оговорюсь в который раз, мы это все рассматриваем с точки зрения абсолютного новичка, который никогда в жизни не ездил на мотоциклах, ни на каких, друзей с мотоциклами у него нету и так далее. Вот. Ну, какой прикольный бумер. И, как обычно, МТХ.
классный Акропович у него стоит. Прикольно звучит. Хоть и оппозитник, мне обычно не нравится, как они звучат. Ну, с Акроповичем, в принципе, прикольно. Вот. Лично для меня, я сейчас объясню почему, наверное, критичным было взять новый мотоцикл, или почти новый, потому что я знаю уже по многолетнему опыту с автомобилями, что когда у тебя уже, в принципе, есть серьезный опыт вождения, и тебе сейчас не нужно к чему-то там особо привыкать к дороге, и все, ты себя уже на дороге чувствуешь как рыба в воде. Вот, нужно брать что-то, что будет доставлять тебе удовольствие и в то же самое время не будет отнимать у тебя время, которое ты можешь потратить на езду на мотоцикле, отбирать у тебя время на поломки. Даже если это какие-то незначительные, дешевые, которые можно починить недорого, это все равно время. Особенно если у вас ограниченный по времени сезон, который вы можете кататься. Если у вас лето короткое. Поэтому очень-очень, наверное, было бы неправильно тратить какие-то считанные дни, которые у вас есть покататься в году, на то, чтобы мотоцикл простаивал где-то на ремонте, или хуже того, вы куда-нибудь поехали и сломались на нем, и застряли, вот, и не знаете вообще, что с ним делать. Нужно вызывать эвакуатор, тащить его куда-то в гараж. В общем, вот этих всех вещей я не хотел максимально этот нюанс обойти. У меня предпочтение все-таки было остановиться на чем-то новом или почти новом. И да, может быть, будут люди рассказывать сейчас, что можно взять какую-то японскую 20-летнюю некруху, и она будет надежная. Ни хрена она не будет надежная. Старая техника, это старая техника. Вы никогда не узнаете, что она прошла за эти 10, 15 или 20 лет. И в конце это вам испортит, скажем так, весь экспириенс, все впечатления от езды, и вы просто откажетесь или вообще от мотоциклизма, или от этого бренда, или еще миллион нехороших вещей, которые могут с вами случиться из-за того, что мотоцикл просто будет ломаться, и вы будете его чинить, тратить на него деньги, время и нервы, вместо того, чтобы просто по кайфу кататься. Вот. С этим я для себя разобрался. В принципе, точно такое же мнение у меня и в плане машин сформировалось за 20 с лишним лет моего опыта вождения непрерывного. С моими запросами, по моей логике, нужно брать, во-первых, Naked, во-вторых, чтобы он был не супер дорогой, и чтобы он был как можно свежее, новее, и желательно прям абсолютно новый. Вот. Дальше у меня не было приверженности к какому-либо бренду. Я понимал, что да, может где-то японцы надежнее, чем какие-нибудь европейские бренды, да, там итальянцы или немцы. Вот. Но поскольку я рассматривал относительно новые или совсем новые мотоциклы, здесь я меньше уделял этому внимания. Больше меня интересовало именно, как я себя буду чувствовать, когда я на него сяду. И, конечно же, дизайн. Дизайн — это, я думаю, для всех одна из самых важных составляющих при выборе транспорта любого, будь то автомобиль, будь то мотоцикл. Дизайн — это дизайн, и он очень важен.
Ну вы посмотрите, он же прекрасен. Еще мне, не знаю как вам, мне очень нравится вот эта именно желтая расцветка. Еще есть синий прикольный, красный. Мне как-то желтая больше всего понравилась. Ну и вот этот круглая фара мне очень нравится. Вот. Плюс еще из-за того, что у него такой относительно двигатель широкий, 3 цилиндра, он не смотрится как какой-то низкокубатурный маленький мотоцикл. Вот. 180-е колесо сзади тоже очень красиво получилось. И вот эту штуку, это мне тоже кажется прям подходит под общий стиль и дизайн мотоцикла. Я видел некоторые владельцы этих мотоциклов, там в каких-то группах я видел, они убирают вот это и цепляют просто как обычно вот здесь под хвост номер. Не знаю, как по мне, это вообще неправильное решение так делать, потому что именно как вот так вот он сделан в стоке с завода, так он и сохраняет свою общую стилистику. Вот. На мотоциклах, конечно, у которых есть вот эта хрень, которая здесь торчит, аж до сюда, вот этот весь хвост, это однозначно, конечно, нужно убирать на всех мотоциклах. Но когда есть вот такое решение прямо от производителя, все прям замечательно. Мотоцикл еще не успел помыть после всех этих дождей и ветров, которые были. Ну, хоть и накрытый стоит, но вот от ветра пыль все равно весь пыльный. Вот, плюс сам дизайн вот этой приборки, они тоже сделали круглый. Тоже подходит под стилистику всего мотоцикла. Ну, он, как по мне, просто как-то смотрится органично. Как будто бы все на своем месте, ничего лишнего. Ну вот как-то так. То, что касается кубатурности. Почему я выбрал именно вот что-то в средней кубатуре? Это тоже было принято решение как бы до того, как я выбрал именно этот мотоцикл. Я просто решил, что это будет новый Naked среднекубатурный. Уже мы пришли к 3 составляющим, скажем так. Почему именно среднекубатурный? Логично было брать что-то меньше, что-то менее мощное, чем МТ-07, на котором я учился и сдавал экзамены. Поэтому взять что-то совсем маленькое, типа 125-ки там, или 300-ки, 400-ки, мне казалось не особо правильным, потому что я понимал, что перерасту я его очень быстро мне будет скучно. И уже сейчас я понимаю, что это было очень правильно. Я не знаю, было бы правильным решением или неправильным идти на что-то более серьезное, там на какой-нибудь уже литр. Да, мне сравнить пока не с чем. Но я знаю точно, что за это время, пока я владею вот этим мотоциклом, плюс я успел покататься на 400-ках и 500-ках. Когда ты уже привыкаешь к мотоциклу, конечно, этого недостаточно. Ты понимаешь, что это просто даже в некоторых моментах влияет на твою безопасность, когда ты неуверенно себя чувствуешь на обгонах, когда ты неуверенно себя чувствуешь в потоке из-за недостатка мощности. Вот, по крайней мере, так я себя чувствовал на 300-ках и 400-ках, на которых я ездил. Вот. Было бы для кого-то правильным, может быть, сразу взять литр. Ну, для кого-то может быть, но опять же я возвращаюсь к тому, что я решил потратить
не очень большую сумму для меня, по крайней мере, на мотоцикл. То есть ту сумму, которую я посчитал приемлемой для себя. Вот, поэтому литр я не рассматривал и с точки зрения финансовой, и с точки зрения совладания с мотоциклом. Мне на тот момент казалось, что начинать с литра все-таки не стоит. Не знаю, насколько это было правильно. Мне кажется, правильно, потому что литр, конечно, он ошибок почти не прощает, а ошибки вы будете делать, когда вы начинающий райдер, это 100%. В принципе, это вот были такие основные моменты, на которые я основывался, когда выбирал мотоцикл. Ну и относительно, конечно, долго взяло у меня какое-то время, несколько месяцев. Я думал, я смотрел разные варианты. Плюс очень тяжело было еще выбрать. Почему? Потому что у нас на Кипре ни у одного дилера мотоциклов официального ни хрена нету мотоциклов сделать тест-драйв. Так как эти все вещи ощущаются в движении, просто в шоуруме, посидев на мотоцикле, понять сложно. Да, можно сразу понять, если вы сидите на мотоцикле, он как-то сразу вам где-то неудобен, там уже нет смысла, и он для вас или слишком большой, или слишком маленький, или слишком высокий, или слишком широкий. Там, конечно, сразу вы понимаете, что вам нужно рассматривать другие варианты, но когда, в принципе, я такого там плюс-минус среднего роста, плюс-минус среднего телосложения, все скажем так, мотоциклы, все мотоциклы этого класса, они мне по эргономике подходили. Я не чувствовал себя где-то или неудобно, или некомфортно, когда ты просто на них сидишь. Другое дело, когда ты начинаешь ехать на них. Даже не нужно прям 1000 километров на нем проехать. Достаточно буквально полчаса, час прокатиться на мотоцикле, и все понятно. Насколько твердое сиденье, насколько угол коленей, угол сгиба коленей вам подходит, насколько вы наклонены вперед или насколько вы наоборот отклонены назад, как вам ощущается вся эта посадка и так далее. В общем, миллион нюансов, о которых вы все и так знаете без меня. Тяжело понять это в шоуруме, но у нас на Кипре с этим огромная проблема. Взять где-то мотоцикл на тест-драйв практически невозможно, нереально. Вот. Также нет нормальных прокатов мотоциклов, то есть они есть, но там в основном какая-то техника, которая абсолютно мне не подходила, которую я не рассматривал, какие-то, в общем, туристы, какие-то Харлеи или совсем какой-то какие-то китайские мотороллеры непонятные. В общем, с этим была проблема. И тут, конечно, в том числе из-за этого я долго выбирал и долго сомневался. Что же выбрать? Вот, в конечном итоге я решил, что, в принципе, по эргономике они все плюс-минус мне подходят. Из того, что я смог понять, посидев на них, на всех, на Ямахах, на Хондах. На чем еще? Единственное, наверное, только что... Ну вот Kawasaki я, наверное, даже почему-то не рассматривал. Не знаю почему, я даже уже не помню. Но вот как-то, наверное, это единственный бренд, на котором я не посидел перед тем, как купить. Не спим. Вот. Я решил, что, в принципе, я соберу какую-то информацию по надежности, плюс буду отталкиваться от того, что мне нравится визуально по дизайну, потому что это было очень важно.
Вот. Ну и по техничке, опять же, если мы начнем смотреть мотоциклы в этом классе, они тоже очень-очень схожи будут. Да, кто-то чуть мощнее, кто-то чуть-чуть удобнее, кто-то чуть-чуть более там со спортивной эргономикой, кто-то менее. Ну, это все очень-очень, скажем так, мелкие нюансы. Вот. Поэтому из всего того, что я видел в моем сегменте, в сегменте, на котором я остановился, в моем бюджете, больше всего мне, конечно, понравился вот Triumph. И именно Trident, не 765-ка, потому что 765-ка это уже вообще другой мотоцикл, это, по сути дела, спортуха, без пластиков. И совсем другое там. Это уже, скажем так, сегмент Yamaha MT-09, а не какого-то прям начального класса среднекубатурного. Это уже более серьезные мотоциклы за более серьезные бюджеты. Вот. Ну и плюс дизайн там тоже, конечно, спорный, вот с этой осиной, скажем так, мордой и вообще всей общим впечатлением от этого мотоцикла. Вот. Но именно Trident мне очень-очень понравился. Я посмотрел, естественно, как и все, делают несколько обзоров. Ничего супер негативного я не услышал. Плюс порыл информацию, опять же, через видосы, через еще какие-то информации на форумах. И я сделал вывод, что в принципе Triumph со своими 3 цилиндрами это надежный мотоцикл, надежный двигатель, скажем так. Вот. Поэтому тут плюс-минус все сложилось. Мне понравился дизайн. В надежности я был плюс-минус уверен. Ну и по бюджету, да, он буквально был совсем чуть-чуть дороже, чем MT-07. По-моему, Honda Hornet 750 стоит тоже где-то. Они, в общем, все вот эти мотоциклы, они все находятся в одной категории, плюс-минус в одном бюджете. Поэтому, опять же, по цене здесь разницы особой в выборе бренда и мотоцикла не было. Поэтому все эти факторы как-то так и сложились. Мне очень понравился дизайн. Я проверил, что по надежности у нас, в принципе, все хорошо. Вот. Ну, и цена была в моем бюджете. Поэтому я набрал воздуха в грудь, пошел, сделал этот серьезный, конечно, шаг и купил мотоцикл. Да, в принципе, это было очень быстро. Я зашел, мотоцикл именно этого цвета желтого был в наличии. Мне буквально там за пару дней все оформили и написали: приходи, забирай. Ну и вот, в принципе, с тех пор, это было в мае 25 года, с тех пор вот я на нем и езжу. Вот, и в принципе, наверное, если посмотрите мой обзор на этот мотоцикл, вы поймете, что я ним абсолютно доволен. И не в плане, что этот мотоцикл лучше всех, в принципе, в вакууме. Нет, он как сегмент. То есть я остался очень доволен тем, что я выбрал именно этот сегмент. И именно этот мотоцикл в этом сегменте. Эти мотоциклы будут ехать, но в то же время какие-то небольшие ошибки, которые вы будете совершать поначалу, они будут вам прощать. Может быть, мой опыт кому-то будет полезен. В общем,
пишите свои мысли по этому поводу. Хотелось бы еще очень много рассказать про вот эти впечатления первого сезона, первых выездов, первого владения мотоциклом. Но это целая отдельная тема для другого видео, которое я обязательно сделаю. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить. И спасибо, что посмотрели.